Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Я хочу вам сказать, зря вы лагман не готовите. Очень многие считают, что это какое-то невероятно сложное блюдо. На деле лагман блюдо очень вкусное, очень сытное и едва ли не праздничное. Лагман хорош и зимой, чтобы согреться, но также хорош даже и в жару. Вы не поверите. На самом деле вариации лагмана можно составить сколько угодно. Почти как плов. Что дома есть, из того и готовят. Теперь, когда выбор продуктов стал намного шире, чем был в советские времена, а кроме того, многие съездили в Китай, в Кашгар, в Урумчи, где живут уйгуры, и среди кулинаров начались разговоры о так называемом настоящем лагмане. При этом в разговорах о лагмане приветствуется исключительно уйгурский вариант приготовления этого блюда. Да и тот стремятся свести к одному единственно верному. А мне не по нраву единственно верное решение. Лагман готовят десятки разных народов. Лагман готовят сотни миллионов людей. И почему, собственно говоря, рецепт должен быть унифицирован, как армейская шинель? И почему он должен вытеснять остальные рецепты лагмана? Так мало того, из-за этих разговоров про настоящий лагман люди стали реже готовить его дома. Идут в кафе для того, чтобы поесть настоящий, видишь ли, лагман. А что такое лагман? Это лапша, либо тянутая, либо резаная, кто как привык, кому как удобнее. И особая подлива, которую мы с вами сейчас приготовим, точно так, как ее готовили в советское время в Узбекистане. Подливу для лагмана называют кайла. В нашей советско-узбекской молодости выбор продуктов, я еще раз повторю, зачастую был довольно ограниченным. Но мясо, немного мяса, 500-600 грамм, было практически всегда. Слава богу, всегда был лук и морковка. Я знаю прекрасно, что в уйгурский лагман морковку не кладут. А мы клали еще и репу, когда поспевал болгарский перец, клали болгарский перец. У нас всегда было вдоволь редьки, маргеланского сала, как мы его тогда называли. Зато вдоволь было хлопкового масла. Вот хлопковое масло разогревали первым, опускали в него мясо, а следом за мясом лук. И лук обжаривался вместе с мясом до хорошего такого золотисто-красного цвета. А когда наступал сезон баклажанов, так резали баклажаны и тоже добавляли в лагман. Одним словом, мы всегда готовили лагман из того, что было. Лагман, по сути дела, сезонное блюдо. Зато когда мы познакомились с настоящим уйгурским лагманом, оказалось, что от прототипа лагмана в узбекском варианте осталась только технология, да сама лапша. А подливу мы готовили, разумеется, без вот этих вот хитрых китайских специй, разумеется, без сельдерея. Теперь сельдерей у меня есть. Мало того, что сельдерей есть, даже и цукини есть. То есть фактически в отсутствии изобилия продуктов узбекский народ создал свою версию лагмана, которую я лично считаю ничуть не хуже уйгурской. Смотрите сами, в принципе здесь ничего сложного. Любой мой подписчик, любой постоянный телезритель приготовит лагман с закрытыми глазами. Обжарили мясо с луком, значит что опускаем следующее? Разумеется, морковь. Морковь порезана примерно так же, как мы нарезаем на плов. Еще понадобится бульон. Конечно, сейчас я не стану вам рассказывать в 101 раз, как готовить вкусный бульон. Вы все знаете. Берете кости, берете обрезки, добавляете морковь, добавляете лук, добавляете лавровый лист, добавляете перец горошком. И в результате у вас получается замечательный бульон. А еще, слава богу, что в Узбекистане никогда не исчезала томатная паста. Помидоры у нас когда были, когда нет. А вот томатная паста была всегда. Помидоры мы использовали только тогда, когда они были экстра дешевыми. Ну, копеек по 10, по 15 за килограмм. Вот тогда помидоры. А так, большинство лагманов, приготовленное в советское время в Узбекистане, было приготовлено с томатной пастой. Вы не забывайте только томатную пасту как следует обжаривать, для того, чтобы не было запаха вот этой сырой томатной пасты. Специи добавляли какие есть. Можно и вовсе приготовить лагман без единой специи. И это все равно будет очень вкусно за счет узбекского метода обработки продуктов. Но
Если есть черный перец, непременно надо добавить немного черного перца. Если есть хоть чуть-чуть молотой зиры, добавим немного зиры, будет вкуснее. И разумеется, к лагману добавляли красного перца, не обязательно жгучего. Можно добавить сладкую паприку. Сладкий молотый перец, слава богу, всегда продавался на базаре, стоил он копейки, и поэтому я закладываю его аж 2 столовые ложки. И теперь все, что осталось, это перемешать мясо, лук, морковку, специи и сразу добавить немного воды. Ну сколько немного? Мы готовим соус, мы не готовим суп. Запомните, что для лагмана непременно необходимо иметь бульон отдельно, а соус, кайлу отдельно. Вот добавил примерно литр воды и хватит. В этом литре воды отлично потушится репа. Репу тоже нарезали примерно точно так же, как и морковь. Что есть, то и нарезайте. Нету репы, ограничьтесь одной морковью. Все равно будет очень вкусно. Я вам обещаю. Вы самое главное не забудьте посолить. Ну сколько соли? Здесь вот будет, наверное, литра 2-3 продуктов. Поэтому я считаю, что 3 чайные ложки соли это будет в самый раз. Уйгурские и китайские лагманы готовят очень быстро. Готовят вообще в китайском воке. Все вспыхивает, вот такое пламя, и через 2-3 минуты все готово. Узбекские традиции приготовления еды совсем другие. В Узбекистане готовят с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы все посмотреть успели, потому что готовят люди не только для того, чтобы скорее поесть и снова бежать на работу. Нет, в Узбекистане готовят для того, чтобы получить удовольствие. Но те из вас, кто и ныне живет в Узбекистане, кто жил когда-то в Узбекистане или кто хотя бы приезжал в Узбекистан в командировку, помнят, что рядом с лагманом непременно стояла мисочка с чем-то огненно-красным, с чем-то очень острым, но при этом очень приятным. То была особая паста – лайжан. В некотором роде можно сказать, что узбекская аджика. Пока у нас здесь в кастрюле все не спеша булькает, мы приготовим эту пасту лайжан. Посмотрите внимательно. Ничего сложного, но из перца семечки и перегородки лучше убрать. Еще раз. Лайжан – это приправа. Он стоит рядом. Кто хочет, добавляет к своей порции лагмана. И добавляет ровно столько, сколько хочет. Но добавляли даже летом. Рассказать почему? Потому что пока ешь лагман с вот таким перцем, весь потеешь. А выходишь на улицу, 40-градусная жара, дойдешь до какого-то тенька, под дерево встанешь, чуть-чуть ветерок подует, и тебе кажется, что все, счастье наступило. Уже прохладно. Потому что перец и чеснок разжижают кровь. Человеку становится реально жарко. Но все познается в сравнении. После хорошего лагмана выходишь на жаркие улицы, и они тебе кажутся прохладными. Чуточку воды добавлю для того, чтобы паста глаже получилась. Когда еще не было таких блендеров, разумеется, перец и чеснок прокручивали через мясорубку, либо в ступке толкли. Но потом все опускали в хорошо разогретое масло. Сейчас будет очень громко, и сейчас будет очень сильно пахнуть. Приготовьтесь! Лайжан обильно приправляли кориандром и присаливали, для того, чтобы портился не так быстро. Солю я обильно. Это приправа в любом случае. А кориандра не жалеть. Все перемешать, и лайжан готов. Все, лайжан готов. Только в настоящий лайжан еще необходимо добавить уксус. Раньше вовсе добавляли уксусную эссенцию, немножко, но пол-столовой ложечки. А теперь у меня есть какой-то, не знаю, винный уксус, яблочный уксус. Да любой уксус возьмите. Он необходим для того, чтобы лайжан быстро не испортился. Чтобы его не готовить каждый раз. Чтобы его можно было убрать в баночку и хранить в холодильнике. Когда понадобился, достали. Вот он. Ну а теперь баклажаны, цукини и зеленая редька.
Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас я фактически импровизирую, играя с продуктами, которые есть в моем холодильнике. В этом и есть суть народной кухни. Все новые блюда образовывались из-за того, что у людей появлялись какие-то новые продукты. А иногда наоборот. Исчезали какие-то старые, и люди искали им замену. Так и получился, так и образовался, наверное, узбекский лагман. Во-первых, у меня уже и не вполне узбекский. Теперь у меня лагман по сталику, подмосковный. В него еще картошку необходимо добавить. Картошку добавляли и в узбекский лагман, добавлю ее сейчас и я. Можно убавить огонь, можно накрыть крышкой, картошка пропарится, и минут через 15 все будет почти что готово. Наверное, ничто не вызывает такие трудности у кулинаров-любителей, как приготовление самой лапши для лагмана. А эту лапшу, скажу вам честно, моя супруга пошла в супермаркет и встретила готовую лапшу для лагмана. Ну как было не купить? Как нам не попробовать? Только вот что я вам хочу сказать. Настоящую лапшу, я тоже заговорил этими терминами, для настоящего лагмана не присыпают мукой. Настоящую лапшу для настоящего лагмана смазывают маслом, а потом растягивают. Эту лапшу тоже можно еще взять, да и растянуть. Но пока что я раскладываю ее порциями. Примерно столько, сколько понадобится на одну порцию. Именно лапша, смазанная маслом, имеет тот самый неповторимый вкус. А так, если вам нужен рецепт, я вам расскажу его очень кратко. Значит, берете 3 яйца, берете 300 грамм воды, соль, разумеется, и добавляете муки до тех пор, пока не получится очень тугое тесто. Но скажу вам сразу, что старики мне рассказывали, в старые времена яйца не добавляли. Лагман замешивали только из муки, но тесто делали совсем тугим, таким, что его раскатать, растянуть могли только молодые здоровые мужики. Ну а теперь яйца, теперь и тесто-раскаточные машины, теперь жизнь стала покомфортнее. Жить стало лучше, жить стало веселее. Снимайте лапшу с органов слуха. Пойдемте варить. Вот в кастрюле кипит 3-3,5 литра воды. На такое количество воды необходимо добавить 5-6 ложек соли. Не беспокойтесь, пересолено не будет. Будет ровно так, как надо. Вообще, лапшу для лагмана варят примерно так же, как варят итальянские пасты. Итого, порция лагмана опускается в воду, и для начала ее необходимо придерживать, чтобы она не опускалась на дно. Ни в коем случае не на дно. К дну лагман прилипает. И знаете что? Вот если вы не найдете такой лагман, как нашла моя супруга, ничего страшного. Покупайте любые спагетти, покупайте любую широкую лапшу и готовьте. Не слушайте. Самый настоящий, самый правильный лагман – это тот, который в вашей косушке. Лагман как только всплыл, как только покипел минуту-другую, все, он готов. Снимайте, сливайте воду и раскладывайте лагман по косам, в которых и будете его подавать. Даже когда готовили для общепита, готовили именно вот так. Лагман отваривали сразу, по мере его готовности, не давали ему перестоять, не давали ему перележать на столе и раскладывали его по косам. Если кто-то думает, что лагман подавали холодным, он сильно ошибается. Смотрите внимательно, не переключайтесь, сейчас начинается все самое интересное. Еще раз, отвариваем буквально 2-3 минуты. Горячий лагман лежит в косе, и он продолжает сам себя готовить. Ох, я с вами заговорился и чуть не забыл про болгарский перец и сельдерей. Впрочем, эти овощи готовятся очень быстро, буквально 5 минут, и все будет готово. Поэтому досыпаем их сверху. И что остается? Остается только зелень. Зелень я тоже опущу в лагман, но еще не время. Айда лапшу доставать. Есть одно но. Не соблазняйтесь мыслью сварить всю лапшу разом. Дело в том, что когда мы опускаем понемногу лапши в кастрюле, вода в кастрюле вскипает очень быстро. То есть лагман не разваривается, клейстер из себя не выпускает. Вы понимаете? Лапша прогревается стремительно. Вот, буквально пока я говорил, она уже всплыла. Осталось подождать 1 минутку до готовности. Однако, тем не менее, вода, в которой готовился лагман,
приобретала особый вкус. И ее тоже по чуть-чуть добавляли в каждую порцию лагмана. Несмотря на то, что она была изрядно соленая. Давайте посчитаем. У нас получается 8 порций лагмана. Да кажется, подливы еще порядком останется и на завтра. На 8 порций лагмана ушло 800 грамм лапши. Ушло грамм 500-600 мяса. Да, конечно, это была мякоть. Но кто запрещает взять, к примеру, бараньи ребрышки? Да кто запрещает взять хотя бы курятину? Мы же не для ресторана готовим. Мы готовим дома. Из того, что есть. У нас ушло 6-7 пиал, ну, наверное, килограмма 1,5 разных овощей. Все это стоит очень недорого. А еда, которая у нас сегодня получается, это настоящий праздник. Самое время опустить в соус зелень. Достаточно много зелени. Я так люблю. Мне так вкусно. Как подавать лагман? Если вы приготовили лаисджан, поставьте его. Если у вас нет лаисджана, ну купите какую-нибудь аджику, ладно. Но вот такой уксус придется сделать самим. Потому что это не просто уксус. Это уксус, в котором плавает немножко кинзы, немножко кориандра, немножко острого перца, укропчик, чесночок. Его понемножку. По одной ложечке на каждую косу лагмана. Но приготовление лагмана еще не завершено. Вот эту остывшую лапшу, я же обещал вам рассказать всю правду, снова опускают в кастрюлю, для того, чтобы она подогрелась. Но это еще не все. Коса-то холодная. Значит, берем вот этой горячей воды, наливаем в косу, споласкиваем косу, тем самым подогреваем ее и ждем, когда вновь всплывет лапша. Всплыла? Ага, перекладываем. Вот теперь горячо. Горячо реально. Очень часто в кафе, в столовых, в уличных едальнях лагман раздавал не один человек, а сразу два. Один раскладывает вот этот очень горячий соус, подливает немножко вот этой жижи, ваджи, и сверху все заливается бульоном. Разумеется, бульон должен быть очень вкусным, очень хорошим. Я же вас учил, я же вам рассказывал. Бульон из костей и обрезков. Но знаете, меня что удивляет? Что лагмана, соуса и бульона у меня получилось как раз ровно на 8 человек. Так получается только когда готовишь для очень хороших, очень дорогих, очень любимых людей. Для того, чтобы я в любой день мог от всей души вам пожелать приятного аппетита, дорогие мои.